Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня будет обзор на симулятор выживания в космосе Tinken. В космосе техподдержка не услышит вашего крика, так что вы будете один на один со всеми проблемами в вашей спасательной капсуле. А проблем, поверьте, у вас будет так много, что поначалу вы будете путаться и паниковать, не зная, куда себя деть, за что взяться и как спастись. Давайте разберемся по порядку, что, куда и как нам выживать. Желаю всем приятного просмотра. Итак, полетели! Для начала всем рекомендую начать с песочницы, где единственное, что может нас убить, это мы сами. В песочнице можно более-менее спокойно изучить спасательную капсулу, их в игре, кстати, два типа, чтобы запомнить, где что находится. Начнем мы с капсулы Mark III. В спасательной капсуле все выглядит очень реалистично и правдоподобно. Мельчайшие детали, фоновый шум создают эффект полного погружения. На главном компьютере сможете отслеживать работу всех систем. Но скажу честно, главный компьютер совсем здесь не главный. Есть куда более важные системы. Каждая система имеет основные показатели и части, как, например, шина данных, процессор, блок питания, силовой трансформатор, батарея и другие. Со всеми этими частями можно взаимодействовать и в случае поломки проводить ремонт, если, конечно, у вас будет чем ремонтировать. На кресле у вас будет техническое руководство, прочитав которое вы узнаете обо всех системах и как они работают, а также будет справочник с кодами ошибок, которые будут возникать постоянно. И пока вы будете искать код в справочнике, успеете помереть или от удушья, или переохлаждения. Это как вам повезет. Есть, кстати, еще вариант умереть от повышенной радиации, если реактор выйдет из строя. А есть смерть из-за рукожопости, если попытаетесь влезть руками в электроприбор, предварительно его не обесточив. А пока перейдем к системе жизнеобеспечения. Она состоит из трех блоков. Генератор кислорода, ведь вам нужно чем-то дышать. Так что вам надо следить за работой данного блока очень внимательно, особенно за запасом кислорода в баллоне. Идеальный показатель на дисплее 21%. Если сломается, а вы не исправите, вас ожидает это. Далее идет блок по поглощению углекислого газа. Его отличие, кроме баллона для сбора двуокиси углерода, это наличие воздушного фильтра, который периодически нужно продувать, чтобы все исправно работало. Идеальный показатель для этого блока не больше 6%. Если сломается, а вы не исправите, вас ожидает это. И третий блок – это генератор давления для поддержания атмосферы в капсуле. Воздушный фильтр тоже надо продувать. Идеальный показатель содержания азота 73%. Как вы уже поняли, если сломалось, почини. И переходим дальше. На соседней панели можете узнать сразу все показатели. Температуру реактора, выработку питания, температуру в капсуле, уровень кислорода, углекислого газа, азота и давление. А снизу есть ремонтная станция, в которой те же компоненты. Но принцип работы заключен в разборе одних компонентов, чтобы починить другие. И поэтому будут возникать ситуации, когда придется пожертвовать чем-то второстепенным. Опять же, если у вас будет такая роскошь, как ненужные компоненты. Как вариант, можно всегда пожертвовать системами экстренного и основного освещения. Но это совсем край. В полной темноте фонарик, который работает не постоянно, не особо помощник. Еще есть огнетушитель, но для чего он нужен, думаю, все понимают. Но если кто-то не знает, то он нужен, чтобы кататься на нем верхом во время невесомости. Также есть герметик для пробоин, хоть и похож на вантус. Он понадобится, если корпус пробьет мелкий астероид, ну или если кто-то корпус просверлил. Рядом с огнетушителем установлен спасательный маяк, но он работает только в режиме классика. На нем отображается обратный отчет до вашего спасения, при условии, что он будет включен. Так что перебои с электроэнергией – это ваш верный товарищ. Также в капсуле есть места для хранения всех компонентов. Правда, они почти все время будут пустыми, чтобы подчеркнуть безысходность и тщетность ваших попыток выжить.
Еще одна важная система – это превращение СО2 в кислород. Для длительного выживания необходимо перезаряжать баллоны. И вот эта система поможет вам или не поможет, ведь она изначально может быть нерабочей, а отремонтировать будет непросто или даже невозможно. По соседству есть система для перезарядки батарей, которые питают абсолютно все приборы, и если вы лишитесь их всех, например, при попадании капсулы в электромагнитную бурю, вам тоже не поздоровится. В общем, смерть может прийти в любой момент. А на потолке находится система терморегуляции. Вы же не хотите замерзнуть и превратиться в замороженный кусок мяса и болтаться в космосе вечность. Так что если эта система вырубится, быстренько почините, иначе вас ожидает это. А рядом находится главный реактор, сердце капсулы, так что не разбивайте его и ремонтируйте, если потребуется. По всей капсуле расположены поручни, и не просто так для красоты. Они понадобятся, когда вырубится генератор гравитации у вас под ногами. И нет ничего хуже, когда нет гравитации и света, и вы беспомощно барахтаетесь в консервной банке в полной темноте. Правда, страшно. Ну а теперь, подробно изучив капсулу, можете начинать суровые испытания на выживание в режиме классика и дождаться своего спасения, а если не повезет, то смерти, причем неоднократно. Если вам удалось пройти все испытания, то попробуйте побить рекорд по выживанию, соревнуясь с другими игроками в рейтинговой игре. И в заключение добавлю, Tinken – это отличный симулятор, если вам хочется не расслабиться, а добавить адреналина в кровь и почувствовать себя беспомощным, если бы реально оказались в спасательной капсуле в космосе. И на этой энергичной ноте я, пожалуй, закончу. Ставьте лайки и дизлайки, кому как понравилось или нет, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, увидимся в следующей серии.